Ты когда-нибудь видел человека, который сам себе роет яму, а потом еще и с флагом в зубах в нее прыгает? Вот это Владимир Путин. Уже почти год весь мир пытается затолкать его в кресло переговорщика, уговаривает: останови бойню, возьми паузу, сделай шаг навстречу. А он тупо не хочет. Игнорирует любые мирные планы, тянет время на переговорах, а к компромиссам готов лишь в случае чуть ли не полной капитуляции Украины. Довольно тупо все это, согласитесь? Почему так происходит? Что это вообще такое? Может, просто такая идиотская стратегия? Или, может, клиническая шизофрения? А может быть, какой-то неизвестный науке инстинкт самоуничтожения? И почему, даже когда ему самому выгодно притормозить, он все равно жмет на газ? Ну а я рад приветствовать всех адекватных на канале «Утилизатор реальности». Тут мы, как всегда, называем вещи своими именами. Снимаем покровы с политической клоунады и утилизируем тех, кому уже давно пора отправиться на свалку истории. Если на канале впервые, уверен, вы не разочаруетесь. Ну а всем остальным предлагаю авансом поставить лайк, чтобы потом не забыть, так как ролик обещает быть довольно интересным. Давайте начинать. Путин весь 2025 год косит под миротворца. То с Трампом якобы в конструктиве, то в Аляске жмут руки. То по кулуарам шарятся его эмиссары с разными бумажками. Мол, мы готовы, только дайте по-честному закрепить новые реалии. Перевожу с кремлевского. Мы у вас отжали, вы это теперь и узаконьте. И не вздумайте пикнуть. Мир, да, но по его правилам, где вся жертва сдается, а агрессор умывает руки и уходит с трофеями. Ну а если не соглашаешься, ты, оказывается, против мира. Залупаешься? Американцев подставляешь, войну затягиваешь. Вот такая логика гопника, который отжал у тебя телефон, а теперь предлагает мир, если ты еще и зарядку отнесешь. И пока Запад варит велотекущик мирный план, Россия продолжает херачить ракетами, давить пехотой и сносить города в пыль. В реальном мире никаких пауз, только атака, только мясо. Такого вот миротворца даже в аду бы в угол поставили. Но весь этот спектакль еще не самая тупая часть истории. Вот где начинается самая фантасмагория. По логике, Путину стоило бы остановиться. И даже не потому, что он прозрел или одумался, а хотя бы потому, что это было бы разумно даже для такого персонажа, как он. Остановка войны была бы для него отличным окном. Украина на пределе, Америка приостановила бы помощь, Европа бы тоже немного успокоилась. Плюс можно было бы выйти из войны в образе миротворца, при этом еще и удержав все, что захвачено, на что украинская сторона, подозреваю, частично бы согласилась. Под шумок продал бы это как победу своим люмпинам. Запад бы расслабился. А ты бы мог перегруппироваться, вооружиться, пополнить бюджет, отдохнуть и дальше по новой. Ведь я уверен, ни у кого нет сомнений по поводу того, что этого дятла уже не остановить. И даже если ты долбанутый стратег, который хочет додавить Украину, пауза ведь тебе была бы только на руку. Любой компромисс – шанс сделать вид, что все идет по плану. Но он не пошел. Он тупо продолжает жрать мясо. Теряет людей, технику, ресурсы, разменивает остатки экономики на пару километров разрушенного села. То есть даже если представить, что у Путина есть мозги, то их явно не в том месте использовали. Ну окей, допустим, он и дальше наступает. Допустим, да, что-то там захватывает. А что он с этим делает? Строит, заселяет, поднимает флаг и начинается жизнь? Хер там. Каждый клочок освобожденной земли – это выжженная серая зона, где нет городов, нет людей, нет инфраструктуры. Там даже трупы убирать не успевают. Просто поле, руины и обугленные панельки без света и воды. Да туда и сами российские военные не хотят заходить. Потому что за каждым домом может быть дрон, а за каждым углом пустота. А теперь представим, Путин все-таки победил, захватил, выполнил цели спецоперации, поднял флаг. И что дальше? Кто там жить будет? Кто туда поедет? Кто там будет строить русский мир? Никто. Это мертвая зона, которую он сам же и создает. Во имя чего? Даже не ради ресурсов, не ради людей, а ради чего-то в его больной голове.
Это как если бы ты ограбил банк, а потом сжег бабки прямо в хранилище и остался ночевать в обгоревшем подвале, гордый собой. Хорошо, если все так очевидно, так зачем же он продолжает эту войну? Почему не делает паузу, не фиксирует победу, не отыгрывает спектакль гуманизма? Далее я приведу несколько своих личных умозаключений. Никому не хочу их навязывать. Поэтому, если у вас есть другое мнение, обязательно поделитесь им в комментариях. Будет интересно обсудить. Итак, вариант первый – банальный страх. Ведь без войны он никто. Война – это его кислород. С ней он защитник, отец нации, верховный главнокомандующий. А без нее – слабый старик с ядерной кнопкой. Вариант второй – его личная паранойя. Судя по всему, он искренне верит, что весь мир против него. Что если он ослабит хватку, на все рухнет? Армия, власть, его кресло, да и сам он. Вариант третий – клиническая деградация. Прямо по учебнику. Типичный диктаторский пузырь, где 25 лет ему врали, целовали в жопу, скрывали потери. Он реально может думать, что все идет по плану, что они теряют по 10 человек в день, и вообще, Запад вот-вот устанет, а Украина капитулирует. Ну и, наконец, вариант четвертый. Мистика уровня психотерапия в бункере. Он хочет в историю. Но, увы, Гитлер, 45-й год, бункер, карты, фантомные дивизии – это уже не метафора, это буквально повторяется. Да, Владимир Владимирович, ты же хотел войти в историю? Так ты уже вошел в нее. Но не как освободитель и собиратель земель русских, а банально как второй Гитлер. И как бы ни закончилась твоя специальная военная операция, этого уже не изменить. Что у нас по итогу? Да, Путин мог бы давно выйти из этой войны как тактик, как миротворец, а выйдет как кровавый диктатор, который сжег все, что имел, ради пары строк в учебнике истории в разделе «Люди, которые довели страну до катастрофы». Он в любом случае не выиграет и не проиграет, но точно останется в памяти не как великий президент огромной страны, а как жалкий хер, из-за которого страна на десятилетия погрузилась в хаос и нищету. Да и любой исход теперь – это минус ему. Если заключит мир, съедят свои. Если продолжит войну, и дальше будут дохнуть десятками тысяч его люди и сжигаться остатки экономики. В любом случае, Путин, ты вошел в историю, но с черного входа. Хуже Гитлера? Возможно. Тупее Гитлера? Это уж наверняка. Ты сам себе вырыл яму, сам же туда лег, осталось дождаться. Кто первый возьмет в руки лопату. Ну а вы были на канале «Утилизатор реальности», где правду не фильтруют, мозги не загаживают, ну а если кто-то ведет себя как идиот, так мы так его и называем. Обязательно подписывайся, ставь лайк этому ролику и пиши в комментариях свою версию того, почему Путин никак не угомонится. А я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Быть добру и слава Украине!